Привет, друзья! Сейчас обеденный выпуск новостей Европы. В ЕС приняли решение, которое может изменить миграционную систему в Европе. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорит о новом порядке, а министры ЕС уже готовят ускоренные процедуры и более строгие правила. Дальше. Экономические новости на рынках. Компания Mars получила разрешение купить Pringles. В Европе обсуждают, как это повлияет на цены и конкуренцию. Сделка огромная, и многие в Германии внимательно следят, а не появится ли игрок, способный заметно влиять на новые правила. Есть и тема, которая касается каждого, кто пользуется дорогами. В Великобритании готовят плату за километры для электромобилей, и это вызвало интерес в других странах Европы. Вокруг канцлера Фридриха Мерца уже идут разговоры, стоит ли Германии брать этот курс и что это изменит для водителей. И еще одна новость впечатлила энергетиков. Германия снова обновила рекорд по зеленой генерации, а в Брюсселе уже отмечают, что это может ускорить климатические планы ЕС. Но специалисты предупреждают, что высокая доля возобновляемой энергии – это не только достижения, но и новые вызовы. И напоследок очень важная дискуссия о двойном гражданстве. В Германии все активнее обсуждают такие ограничения. Политики ХДС и ХСС предлагают вернуть старый порядок, а в Европе внимание приковано к тому, насколько далеко готовы зайти инициаторы с таким предложением. Обо всех этих последних событиях коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Брюсселе страны Европы согласовали самые крупные за годы обновления миграционной политики. Министры внутренних дел утвердили новые правила, которые ускоряют отзывы в убежище и делают депортации обязательными и быстрыми. Вводится общий для всего Европейского Союза список безопасных стран происхождения. В него вошли Египет, Марокко, Тунис, Индия, Бангладеш, Косово, Колумбия и другие государства, которые, по мнению Брюсселя, не дают оснований для предоставления убежища. Заявки от граждан этих стран будут отклоняться по ускоренной процедуре. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна вернуть контроль над внешними границами и обеспечить честные, но строгие правила. По ее словам, реформа должна уменьшить поток необоснованных заявок и разгрузить такие страны, как Германия, которые годами несут основную нагрузку. Отказавшимся сотрудничать с властями теперь им могут сокращать соцвыплаты, запрещать работу и требовать немедленного выезда. ЕС также создает механизм солидарности, то есть страны смогут помогать друг другу деньгами или принимать часть мигрантов. Таким образом, сегодня Европа переходит к более структурированной миграционной системе, а Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен подчеркивает, что неупорядоченный поток людей требует более устойчивой системы. Следующая новость одна из самых важных для Германии. Американский продовольственный гигант Mars получил разрешение от Европейской комиссии на покупку производителя Pringles компании Келланова. Сделка оценивается примерно в 35,9 миллиарда долларов. И после ее завершения Mars объединит под своим крылом целый ряд известных брендов снеков и сладостей. Ранее Европейская комиссия изучала, не приведет ли слияние к монополии, опасаясь, что Mars может получить слишком большую силу перед супермаркетами и поставщиками, что дало бы возможность диктовать цены. Но после расследования регуляторы заявили, что подобного риска нет. Объединенная компания, по их оценке, не получит значительного преимущества, способного навредить конкуренции. В результате Mars станет владельцем брендов, выпускаемых Келланова, включая Pringles, Cheat It, Pop-Tarts и другие, а также брендов, которые уже были в профиле Mars. Это шоколадные батончики, кондитерские изделия, корма для животных, ну и прочее. В компании Mars отмечают, что объединение дает возможность расширить ассортимент и усилить позиции на глобальных рынках. Ожидается, что новый бизнес охватит десятки стран и принесет значительные доходы. Таким образом, мировая индустрия снеков получила нового крупного участника. Mars расширяет свое влияние, а покупатели могут увидеть больше знакомых марок под единым брендом при условии, что регуляторы и конкуренция сохранят рынок разнообразным. Следующая новость связана с обсуждением европейского курса. В Европе формируется новая дискуссия о будущем транспорта. Правительство Великобритании во главе с премьер-министром Киром Стармером объявило о подготовке системы дорожного сбора для электромобилей. С 2028 года владельцы электрических машин будут платить за каждый пройденный километр, чтобы компенсировать падение доходов от традиционных топливных налогов.
Инициатива Лондона стала заметным сигналом для всей Европы. В Германии уже активно обсуждают, как эта модель может повлиять на рынок и на планы канцлера Фридриха Мерца по модернизации транспортной политики. Эксперты предупреждают, что если Великобритания успешно запустит такую систему, то и другие страны Европы могут последовать этим путем, включая Германию, где все больше людей пересаживается на электромобили. В основе идеи правительства Великобритании заложен принцип «платит тот, кто пользуется». Расходы на дороги растут, и Лондон, соответственно, считает, что электромобили должны участвовать в финансировании инфраструктуры так же, как бензиновые и дизельные машины. Меры Кира Стармера уже стали поводом для активных обсуждений в Европе и могут изменить подход к электромобилям на всем континенте. Но на этом главные новости дня не заканчиваются. В Германии производство электроэнергии, внимание, из возобновляемых источников в 2025 году побило очередной рекорд. По итогам первых 3 кварталов зеленая генерация, то есть от ветра, солнца, гидроэнергии и биомассы, покрыли почти 57% от общего спроса на электричество. Особенно заметен рост солнечной энергии. Благодаря расширению солнечных электростанций, благодаря погоде, ее доля значительно увеличилась. В то же время доля угольной и газовой генерации продолжает снижаться, делая энергетику Германии все чище. Канцлер Фридрих Мерц отметил, что такие достижения показывают эффективность политики Германии в сфере энергетического поворота и важность инвестиций в возобновляемые источники. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что рост зеленой энергетики в Германии служит примером для всей Европы и способствует достижению климатических целей Евросоюза. Для Германии это не просто статистика, это сигнал, что переход к устойчивой экологичной энергетике реальный. С каждым новым рекордом страна приближается к цели 80% чистой электроэнергии к 2030 году. И это только начало. В Германии снова обсуждают вопрос двойного гражданства. Политики Христианско-демократического союза ХДС и Христианско-социального союза ХСС предлагают ограничить возможность иметь одновременно немецкий паспорт и паспорт другой страны. Идея связана с Соединенными Штатами Америки, где уже обсуждается закон, предлагающий выбор между американским и иностранным гражданством. Штефан Майер, это представитель ХСС и бывший министр внутренних дел, подчеркнул, что в непростых ситуациях двойное гражданство может создавать вопросы правового статуса и не всегда ясно, кому человек отдает предпочтение. Сторонники реформы считают, что гражданство – это не просто документ, корочка, а символ принадлежности и ответственности перед страной. Сейчас в Германии от 3 до 6 миллионов человек имеют 2 паспорта, и для части из них придется сделать выбор. Если предложение ХДС и ХСС примут, получить немецкое гражданство станет возможным только при отказе от прежнего паспорта. По мнению экспертов, это укрепит чувство национальной принадлежности и обеспечит единообразную лояльность граждан Германии. А дальше еще есть важная новость. В Германии федеральное правительство представило 7-й отчет о бедности и богатстве. Главная идея в том, что даже работа не защищает от бедности. Многие получают зарплату, но ее не хватает на жилье, коммунальные услуги и детей. Особенно уязвимы одинокие родители, малообеспеченные семьи и люди без квалификации. В то же время верхние слои населения продолжают накапливать богатство. Разрыв между богатыми и средним классом растет. По данным отчета, наиболее обеспеченные, а их, я напомню, 10%, владеют значительной частью имущества Германии. Эксперты и социальные организации считают, что без реформ Фридриха Мерца и поддержки средний класс будет терять устойчивость, а финансовая уязвимость может сохраняться длительное время. Федеральное правительство Мерца подчеркивает, нужны меры по доступному жилью, образованию и социальной защите, чтобы закрыть растущий разрыв между богатыми и бедными. Поэтому сегодня Германия выглядит вроде бы благополучно, но миллионы людей живут в уязвимом финансовом положении, и без изменений ситуация может еще ухудшиться. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.